Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь. Это я тебе обещаю. Ну и, конечно же, принимай участие в конкурсе и выиграй любую вещь из выпуска. Погнали уже! Это набор для отработки навыков наложения швов и сведения краев ран. С его помощью можно научиться накладывать швы и отточить технику утягивания раны нитью. В комплекте есть все необходимые инструменты. Их качество, конечно, среднячковое, но для обучения пойдет. Как ты заметил, в тренажере присутствуют различные виды ран, а с другой стороны ты можешь смоделировать свои варианты повреждения кожи. По-моему, это один из лучших продуктов, которые есть на AliExpress. Согласитесь, что никому не хочется по возвращению домой встретить своих обозленных соседей с нижнего этажа со словами «Вы нас топите!». У Xiaomi есть интересный гаджет от протечек. Но надо сказать, что максимальный эффект от работы этих датчиков будет в том случае, если у тебя есть система по перекрытию воды от стояка, потому что одного оповещения о протечке будет мало. Это не спасет твое имущество, если ты, например, на отдыхе в Греции. Тогда какой же смысл в этом гаджете? Какой здравый человек, уехав из страны, оставит открытыми стояки? Ничего не понимаю. Спорим, ты давно мечтал о толстовке, в которой можно войти в горящую избу и остановить на ходу скаковую лошадь под проливным дождем? Конечно, такой не существует, но что-то похожее есть. Огонь она выдерживает с легкостью, но в горящие здания все равно не рекомендую заходить. Помимо огнеупорности, она также устойчива к истиранию, то есть ты можешь прицепить ее к тачке и показать ей достопримечательности города. Конечно, она слегка потрется, но не так, как обычная худи. Это силиконовые перчатки с перепонками для плавания. Выполнено очень качественно. Мне понравился их цвет, небесно-голубой. В них удобно, но непривычно. Надевать не очень легко. Снимать тоже, так как плотно прилегают к руке. Для эксперимента я сначала поплавал без них. Когда начал плыть с ними, сразу же почувствовал сильное сопротивление с водой. А также скорость плавания увеличилась, и на воде держаться было легче. Прозвучит, конечно, странно, но я толком плавать не умею, а с ними хоть и на воде держусь. А это экзоскелет, похожий на костюм доктора Осьминога, одного из самых ярких суперзлодеев вселенной Человека-паука. Как и в фильме, он оснащен 4 щупальцами. Носитель может управлять ими с помощью микроконтроллеров, а в действие щупальца приводят 8 электромоторов. Это изобретение выглядит довольно забавно. По сути, это небольшой пластмассовый крючок, с помощью которого можно открывать двери, нажимать кнопки, все то, что человек привык делать своими руками. После того, как будет сделана манипуляция, предлагается обработать девайс специальным дезинфицирующим раствором, и им можно снова пользоваться без риска для здоровья. Все вроде бы неплохо, но кажется, что для таких целей можно использовать вообще фактически любой предмет, а еще лучше купить пачку одноразовых перчаток. Привет всем фанатам охотников за привидениями! Это у нас небольшое устройство в форме коробки с двустворчатой крышкой, управляемое издали с помощью простого педального выключателя. Когда привидение оказывается вблизи ловушки, ловушка активируется нажатием на педаль ногой. Ее крышка открывается, и силовое поле затягивает призрака внутрь. Главным героям давался совет не смотреть прямо на ловушку, когда она активна. Затем призрак может быть перенесен в большой, более постоянный блок задержания. Эти поразительные часы оснащены анимированным светодиодным дисплеем, который выглядит как широкий индикатор круглого экрана радара. Кнопка, расположенная в правом верхнем углу корпуса, запускает вращение луча на светодиодном экране, а также позволяет устанавливать дату, время срабатывания звукового сигнала, будильника и выбор режима. Заряжаются часы за 3,5 часа, а зарядки хватает почти на месяц. Попалась мне в руки необычная вещица. Как уверяет производитель, она может создавать 3D-голограммы маленьких предметов. Выглядит это чудо как летающая тарелка с отверстием в центре. Эффект реально интересный. Предмет как бы оказывается в окошке, но при попытке дотронуться до него пальцы хватают воздух. Создается вполне реальное ощущение трехмерного тела, лежащего на зеркальной поверхности. При вращении мироскопа предмет можно рассмотреть со всех сторон. Как ни крути, но схватить не получится. Одним умельцам удалось создать первый в мире работающий световой меч из «Звездных войн», клинок которого светится разными цветами и по желанию убирается. Мало того, им и штурмовиков шинковать можно, как плавленый сыр, ибо температура меча достигает 4000 градусов по Фаренгейту.
Главное не уронить его. Единственное, к чему действительно можно придраться, это кабель, соединенный с блоком питания на поясе. Это парящий мотоцикл. Такие машины работают по принципу дронов, использующих пропеллеры, чтобы держаться в воздухе. Отсюда также становится понятно, что подобные аппараты напичканы кучей датчиков и сенсоров, которые измеряют всевозможные показания и позволяют балансировать и летать. Сделать ховербайк можно своими руками, но это сложный процесс, и стоит учесть, чтобы проверить результат, тебе придется самому сесть на него и оторваться на некоторое расстояние от земли. Это модульная система Rolly-Block, которая поможет пользователям создавать электронную музыку. В комплект входит 3 разных блока: Light Pad Block, Live Block и Loop Block. Они представляют собой небольшой квадрат с сенсорной поверхностью, которая понимает мультитач-жесты и может определять силу нажатия. При необходимости пользователи могут объединить пару подобных блоков в один для большего удобства. Дополнительные модули обладают физическими кнопками и созданы для управления различными эффектами и процессом записи. А это GPS-велокомпьютер с большим экраном. Первое, что хочется сказать: пипец какой огромный! Какой-то мадагаскарский таракан. Корпус пластиковый, на экран просится защитная пленка. Подсветка экрана автоматическая. Компьютер вычисляет время восхода и заката по GPS. Подсветка включается до заката и выключается с рассветом автоматически. Для крепления на руль есть система антивор. Там втулка с резьбой М3. Можно закрепить винтом изнутри крепления. В пустом лесу занижает скорость по GPS до 5 км в час. На открытых пространствах такой проблемы нет. Это небольшой мультифункциональный девайс, в котором сочетается насос, девайс для вакуумных мешков и кемпинговый фонарь. В наборе есть переходники для разных матрасов, ковриков, фитнес-мячей и прочего. По двойному клику насос включается, по зажатию включается низкий режим нейтрального света. Минус разве что в том, что сложно понять, когда время останавливаться. Отсечки у него нет, и он дальше и дальше пытается извлекать лишний воздух. Ванная комната – удивительное место, в котором вокальные таланты просыпаются даже у самых тихих личностей. Так вот, это у нас беспроводная колонка для душа. Закрепляется на поверхности с помощью присоски. Аккумулятор на 4000 мАч хватает на 6 часов. Полностью заряжается за 3 часа. Единственный весомый минус в технической части – Bluetooth версии 3.0. В колонке также есть радио, но мне не совсем понятно для чего. Я лучше подключу ее к телефону и буду слушать свою любимую музыку. А это интересная электрическая кружка для лентяев. Объем 350 мл, состоит, собственно, из самой кружки с моторчиком и крышки. В центре кружки находится небольшой вентилятор для размешивания, а кнопка включения на ручке. Процесс перемешивания ты сейчас видишь на экране, но есть и минусы. Необходимо кружку хорошо помыть после использования и хранить в перевернутом состоянии, иначе моторчик может и не заработать при следующем использовании. Стоит косарь. Дорого, но что поделаешь. А это охлаждающая подставка для ноутбука. Сначала мне показалось, что мощность их слабовата. Я, видимо, ожидал, что будет дуть как фен. Я не скажу, что эта вентилирующая подставка охлаждает полностью мой ноутбук, но на 5-9 градусов она точно охлаждает. А этого как раз достаточно, чтобы температура не зашкаливала необходимые границы нагрева. У подставки есть красная подсветка, которая включается, когда она работает. Выключить ее нельзя, и хотя мне не нравится цвет, он не особо мешает, так как за ноутбуком его практически не видно. Это новый портативный Bluetooth-замок, который позволяет защитить имущество в доме и контролировать блокировку с помощью мобильного приложения для смартфона, которое доступно для iOS и Android устройств. Он прикрепляется к любой двери, шкафу или ящику стола и устанавливается за секунды, обеспечивая защиту на всю жизнь. Нет необходимости в ключах, чтобы открыть замок. Если другие подобные замки ребенок все равно мог открыть, то этот он не откроет никогда. Говорят, сколько собаку не корми, а ей все мало. Здесь у нас аналогичная ситуация. Вечно голодный пес готов сожрать всю твою зарплату. Стоит положить в миску монетку, как тут же Собакевич начинает беспорядочно двигаться, имитируя поедание корма из миски. Без смеха и слез на глазах на это не взглянешь. Его что, полгода не кормили? Официант, миску корма, пожалуйста, за этот столик. Не, ну серьезно, что это за движения такие? Ни одна собака так не двигается, даже слишком голодная.
А это не совсем распространенная вещица, но, возможно, кому-то пригодится. Подобные шприцы предназначены для наполнения больших кусков мяса маринадом и специями изнутри, что позволяет распределить их по мясу более равномерно и ускорить сам процесс маринования. В комплекте к шприцу идут 2 иглы. Одна игла закрытая коническая, а вторая больше напоминает обычную медицинскую иглу. Из недостатков могу отметить только то, что изделие не полностью выполнено из нержавейки. Это еще один инструмент для развития творчества. Включает в себя все самые необходимые компоненты, в том числе большой джойстик для вращающей прокрутки, регулировки кисти и так далее. А также есть 10 физических кнопок, которые полностью программируются. Это устройство может выполнять практически любую функцию клавиатуры и мыши. И, кстати, этот гаджет не требует никаких драйверов. Подключил и можно пользоваться. Для дизайнерских работ это нужная вещь. А это формочки для превращения обычного яйца в оригинальную еду-игрушку. Оказывается, горячее, только что сваренное яйцо имеет эластичные свойства. Процесс несложный. Варим яйцо так, чтобы оно хорошо проварилось. Очищаем быстренько от скорлупы и сразу горячим вкладываем яйцо в формочку. Яйцо должно быть обязательно горячим, иначе оно может крошиться. Затем помещаем формочку в холодильник на минуток 10, и все готово. Наборы продаются парные, то есть машинка-рыбка, звездочка-сердечко и мишка-зайка. А это ремень с храповым механизмом. Это очень нужная вещь при перевозке грузов. Стоит нормально. За 8-метровый ремень на 1 тонну нужно отдать примерно 600 рублей. Это не маленькая стяжечка, это стандартный стяжной ремень для грузовых машин. Механизм очень мощный, но для того, чтобы хорошо стянуть груз, у храповика имеется хороший рычаг – ручка. Храповые механизмы крючья имеют анодированное покрытие, поэтому ржаветь на открытом воздухе будут минимально. Быстрее ремень износится. И по традиции конкурс на любую вещь из выпуска. Условия стандартные: лайк, подписка, колокольчик и комментарий для того, чтобы я смог выбрать победителя. Как только видео соберет 20 тысяч лайков, в моей группе ВКонтакте сразу появится пост с итогами конкурса. Всем удачи, а хейтерам привет! А вот и победитель конкурса из прошлого выпуска. Поздравляю тебя, смартфон твой. Напиши нам в ВК свой адрес, и мы отправим его. Ждем тебя.